Резала я, значит, курицу на ужин. И мысль мне такая пришла в голову, а почему бы не попробовать научить Машу делать уколы на курице? Я сегодня себе так как... Почему бы Машу не научить делать уколы? После того, как я сегодня себе сделала как-то неудачный укол, мне до сих пор нога болит. Надо, чтобы кто-то делал. И это можно научить делать, наверное, на филейке. И взяла я, значит, шприц. Ну, представим, что он набранный с лекарством. Я просто перед тем, как Маше об этом сообщить, хочу сама попробовать. Типа, сможет она так сделать или нет. То есть, в принципе, вот это ж вот... А, но оно без кожи, оно легко заходит. Блин, она, наверное, побоится. Да. В курочку очень легко входит, нужна кожа, курица с кожей. О, да, надо купить ляжку, короче, куриную ножку, вот эту бедрышко. И попробовать Машу поучить на бедрышке делать уколы. Да. Говорят, вот так вот нужно правильно делать. Вот так держать. Чикс, заводить. А я делаю вот так вот. Как бы вот, блин, неудобно одной рукой. Вот так вот беру. И вот так делаю хлопочком. Хлоп. Но только не до конца. Понятно, что не до конца у меня шприц. Ну, как бы, я делаю ладошку вот так вот немножко. Не вот так, не выгибаю ее, да, чтобы там аж в кость вогнать. А немножко лодочкой. И получается, что шприц заходит, ну, там, пару миллиметров не доходит до конца все-таки. Вот, видите? И потом выдавливаю. Чикс. И вынимаю. То есть, в принципе, ничего сложного. Единственное, что себе неудобно делать, потому что нужно повернуться и загнуться, и аж тут спину сводит. Говорят, еще можно делать в бедро. Ну, точно так же, типа, но я в бедро боюсь. Короче, все, следующее видео, ну не следующее, но где-то будет, где я Машу буду учить на бедре курином, на ляжке куриной делать укол. Пишите в комментариях, хотите вы такое видео или нет, мучить мне Машу или нет. Хотя я все равно ее научу, потому что мне надо, чтобы она умела это делать. А Маша только что пришла с учебы уже, взяла мандарин в руки, сказала, мандарин такой теплый. Представляете, да, как на улице холодно было, что ее мандаринка греет. А я готовлю, отгадай, что? Курицу с картошкой. Ты должна была сделать вид, что ты не знаешь. Интересно, когда Маша спросит, почему лежит там шприц? Не знаешь? Скоро узнаешь. Я тренировалась Ты на... училась на курицу делать уколы? Да. И рассуждала, что нужно тебя научить. Только, Маша, я поняла, что на филейке, на куриной, это не работает, потому что очень легко заходит шприц, а должно быть сопротивление. Поэтому нужно будет купить бедрышко куриное, такую ляшечку, такую, знаешь, смачную, толстую. Может, даже индюшину. Нет, индюшина это большая будет. Моя как раз как куриная. И будем тренироваться на коже, чтобы кожа была. Да? Все, Маша согласна. А потом будешь мне делать. Тренироваться для чего? Я боюсь тебе в кость попасть. Ну, надо главное место знать, куда колоть. Я тебе покажу. Я все нарисую, не волнуйся. Это, конечно, не гарантирует не попадание в сосуд, как у меня сегодня произошло. Ну, от этого никто не застрахован, я думаю. Даже медсестры. Они просто не высовывают иглу, а вводят препарат. И ты думаешь, что так и надо. А я вот поняла, что что-то пошло не так. Так, у меня уже жарится курица. Все, видите, уже все обляпано Что тут. ты не спрашиваешь, как у меня прошло первое занятие? Ты мне только что рассказала по телефону. А ты это снимала, да? Нет. Да. Нет, я не снимала. Можешь рассказать сейчас. На. У меня руки в мандарине. Ну так помой. Ты вообще стрёмная такая сейчас. Вау! Смотри. Оп. Фу. Че я лысая? А я не знаю. Свет так падает. Итак, Так, на, я готовить должна. у меня руки в мандарине. Я не успела снять эту первую реакцию. Радость. Боже, какой красивый. Да, он реально там Он вот серединка прямо вот та сахарная. Это нужно кушать ложкой. Я Доставай. не дотерплю, да. Так ужин пока еще приготовится. Мы его Вот 100 раз
съедим и пописаем 10 раз, и потом спокойно будем ужинать. Ну так как твое первое занятие прошло? Ты нам расскажешь? Да, занятие прошло хорошо. Сколько у вас было человек? 4. Это класс, это Двое почти не индивидуальные уроки у вас. Да, 2 не доехали. А ты думаешь, чем дальше, тем меньше будет доезжать, потому что будет холоднее? Скоро я вообще буду с инструктором. Да, может он будет сюда приходить. Она, у них женщина Да, преподаватель. женщина преподает. Это, кстати, странно, потому что некоторые такие выражения чисто женские пролетают. Но я понимаю, что мужчина бы так не объяснил какую-то там... Класс, вообще это четко, когда женщина преподает. Все хорошо, через дорожные знаки, дорожную разметку. Я, в принципе, это все уже проходила, когда я сама пыталась это все дело учить. Но новое она все равно рассказала, немножко мне было интересно. Интересно преподносит? Да. Да? Это классно. Но она у вас заменяет. Да. А кого? Мужчина должен быть. Ну, мы будем Но все в надеяться. комментариях писали, что там четкий инструктор вообще, четенький. Ну, значит, в любом случае все будет хорошо. А что-то еще хочешь нам рассказать? Да нет. Ну, тогда вали мои руки и доставай арбузы из полиэтилена. Блин, пока складывала курицу в эту сковородку, все так сильно обляпалось, а сейчас уже не ляпается. Сковородка была слишком горячей. На крышке вода, конденсат. Сейчас я почищу картошку и лук. И это все туда, и все вместе. Сказка. Я хочу от него детей. О боже, так вкусно. Блин, у меня болит попа. Ё-моё, я не могу, мне больно, хоть все делать больно. Мне очень знакомо это чувство. Я когда в больнице лежала, такое витамины, мне кололи антибиотики, которые еще само лекарство болючее очень. Угу. И каждый раз ты еще полчаса лежишь, и твоя нога ноет. Ну да, это совсем по-другому. У меня сейчас не так болит. У тебя болит именно У меня уколола, типа? Да, но оно куда-то не туда попало. А долго это будет кричать? Сделать Сейчас тише. я включаю его престол. Где-то там снег, зима в горах. Карпатов. А, Кстати, ты прикинь, слышала, что в этом году в Украине будет самая холодная зима за последние лет 90. это кто сказал? Карина. А Карина где-то в новостях. Карина. Да. Я надеюсь, она пошутила. Это был пранк. Ложки для слабаков. Потому что бабушка мне сегодня сказала, что в октябре передают до 25. Они что, прикалываются? Я уже задолбалась шопинг снимать. Ну ладно. У меня сопля вылетела. Я, если не забуду, вырежу. Но если я не вырежу, а забуду, не замечу, то заметят и напишут. Как мои волосатые ноги? Угу. Я вот сейчас не понимаю, чего вы так хейтите пушистые ноги? Они же у меня не черные, не колючие. Блин, я не знаю, не... А ты видела тот кадр? Они реально лохматые там. Ну так свет упал просто. Я пересмотрела, так смеялась, думаю, блин, надо было вырезать действительно. Они как у маленького этого, как он называется, вот этот снежный человек. Ребенок снежного человечка. Едьте, да, ой, едьте. Нет, я когда снимаю штаны, у меня всегда так. Электризуется. Нет, я штаны одеваю, когда они все наверх как бы заминаются. Потому что мы снимаем, они замяты наверх, и так мне кажется, что они торчат. А когда у них все нормально, я дома, то они так приглаживаются, и все себе вниз мотыляются. Не, ну Маша действительно Когда пушистая. вот так трясут в стороны, они так как бахрома. Шучу. У меня У меня руки пустые. Я намного менее, хотя и мне писали, ой, какая у вас волосатая рука. Бывает На свои так, жопы посмотрите. бывает так, свет падает. Ну я что, ну как есть. У меня когда-то один мой друг, ну как друг, знакомый, мы сидели рядом, у меня так рука лежала, он так берет мою руку, такой, ты чувствуешь, когда твоя рука более волосатая, чем моя? Он вроде пошутил, а мне так обидно стало. У меня потом небольшой даже комплекс появился, ну как комплексом это назвать сложно, но я как-то стеснялась своих мохнатых рук после этого. Потом перестеснялась.
Все прошло. А я когда-то взяла и сделала депиляцию ляжек. Ну, то есть... Мне надо такое делать. Я обычно я только мотала. внизу это делала. А потом думаю, ну ладно, за компанию. Боже мой, я мерзла. Это было зимой. Я так пожалела. Мне было холодно. Думаю, боже мой, насколько приятно мужчинам, наверное. Они под джинсы могут ничего не одевать, которых ноги волосатые. А спина и живот. Ты И жопа. зимой тоже можешь так делать. Да, я так и делаю. Но меня все равно так сильно не греет, как тебя. Прошу прощения. Люблю тебя. Ты просто мне завидуешь. Да. Понятно. Угу. Понятно. Еще раз. Думаю еще. А? Мгм. Я думаю. Думаю, быстро. Да есть билеты. Есть билеты. Я говорю, я подумаю. Я прям сегодня... Это значит, подумаю, головой пошевелю, мозгами. Зверями. Я так еще объясню. Хорошо? Хорошо? Плохо? Хорошо. Да, блин, она оказалась какая-то невкусная. То ли не распевшая, то ли не понять какая, но типа по-моему вообще вкус. Угу. Это, наверное, один из моих любимых фруктов. Сразу после манго. Да. Игра престолов! Где она? Мама! Ты уже чувствуешь запах курочки? Нет, у меня заложен нос. Я думаю, что он должен сейчас прорваться все равно. Нет? Я не могу это не показать. Посмотрите, мне хоть и неудобно это делать одной рукой. Но посмотрите на эту красоту. Вот. Вот это вот приятно кушать на ужин. Почему она крутится? Ну что, у нее круглое дно какое-то или что? Мама! Я уже чувствую запах. Ого! Повыше, повыше. Наляпается. Блин! Накорми меня полностью. Это еще не все. Смотри, что сейчас будет. Нет, не сейчас. Вот. Туда помидоры хочешь? Да. Может, не надо? Там будет классно. Сказала мама. Что, не надо? Не знаю. Сделать из этого салат. Мелкий-мелкий салат, как в Турции. Мне что-то кажется, без помидоров будет лучше. Да? Да. Ну, это классика жанра, конечно. Более зажаристо будет. Согласна. Все, значит, это будет салат. Да-да. Тут игра престолов. Тебе стоит поспать. Длинный переход. Что? Это я сказала, хочу есть. Тебе более подгоревшую картошку или менее подгоревшую? Опять подгорела. Мам, да что ж Я такое? никак не совладаю. Что ж такое-то? Блин, как Ну, красиво. все нормально, варится, потом раз и сгорело. Вообще-то его пьют не ради вкуса. Вакансия мужа открыта. Нет. Ну ладно. Что? А дочки? У меня есть. Ха! Как понятно. все остальные, наверное. А сына? Ну и ладно. Мальчики, я же понимаю. Подписывайся на канал В Виктория. Подписывайся на канал В Виктория.